Данная модель была выпущена в небольшом тираже, и это признак первой партии производства. Концепт нового вообще видения часов. Историю, вот если бы они попали бы в самую точку, и это было бы действительно так, что мы приблизились, только посмотрел на запястье, и ты понимаешь, что да, это часы, которые я хочу носить. И всем привет, дорогие мои друзья, мои подписчики и любители часового мира. Сегодня хочу вам показать кое-что очень красивое, эксклюзивное, модель наручных часов 70-х годов. Место, которое славится лучшими и точными механизмами — Швейцария. Это Радо. Сразу же хотел бы даже извиниться, потому что я забросил напрочь YouTube канал, хотя я вижу, что вам нравится. Вы очень активные, очень большие просмотры, лайки, комментарии, всем интересно. Кто-то что-то пишет про свои часы, свои истории, часы своих дедов. Поэтому я постараюсь как-то активизироваться, поднабрать оборот из-за нехватки времени, прочих всяких отмазок. Просто не нахожу времени для того, чтобы вот так сесть, выделить время и снять для вас видео. Но эти часы просто нельзя было вам не показать, потому что это действительно эксклюзив. Если Ориент — это более масштабные часы, это очень большой был тираж практически у всех моделей, то есть их можно встретить. Это не прям эксклюзив состояния, да, но именно эта модель Радо — это настоящий эксклюзив, который я можно сказать, первый раз дотронулся до чего-то именно небольшого тиража, небольшого количества часов, которое было выпущено на весь мир. Это, конечно, фантастика. Итак, давайте приступим к распаковке, анбоксинг. Это большой, такой стильный, довольно увесистая коробка. Нас встречает логотип компании Якорь, что символизирует, что это качественные механические швейцарские часы. Это то, что дает узнаваемость этому бренду и этим часам. Коробка выполнена из плотного такого матового картона, приятная очень на ощупь, а буквы имеют серебристое и блестящее покрытие. Вот на солнце мы можем видеть, оно даже как отблескивает. Итак, все, не буду вас мучать, открываем. Открывается тугенько, наверное, создано для оттягивания времени, чтобы открытие длилось как намного дольше. Это как делает Apple, чтобы получить удовольствие именно от распаковки. Внутри нас встречает кожаный футляр, фирменная тряпочка там, мы потом вернемся к ней, посмотрим. Документация нас встречает снизу. Коробка внутри пропечатана, как мы видим, логотипами. Так, именно все очень дорого, богато, презентабельно. Давайте достанем наш... Пока я отложу верхнюю часть коробки. Итак, достаем кожаный футляр. Как вот Радо сделали очень удобно. Этот кожаный футляр можно брать с собой в поездки, командировки. И вы не будете переживать за то, что часы поцарапаются, за то, что часы будут лежать в сумке и что-то с ними там случится. А так, получается, Радо уже побеспокоились за нас и сделали все, чтобы мы использовали часы с удовольствием и долгие годы. Так, кожаный футляр. Интересно. Пахнет он кожей. Приятно пахнет. Большая и понятная всем нам надпись Радо. Открывая ее, вот именно понимаешь, что это часы. Это часы, это те самые часы будущего. И не совсем, они совсем не похожи на другие.
Это, можно сказать, часы будущего. Это видение конструкторов будущего. Я вам расскажу историю, и вы все поймете. Итак, и вот те самые часы. Это Радо NCC 101 70-х годов. Первая партия, это первый выпуск этой модели. Это просто космические часы. Они у меня лежали, даже вот немного пылью прибились. И мы с вами их настроим, заведем. Все, посмотрим. Класс. Вообще просто... Я в этот дизайн влюбился с первого взгляда. Я не знал о существовании такой модели. Как только я их увидел в продаже, я понял, мне нужно их брать. Мне нужно их брать, потому что второй такой возможности просто не будет. Я начал искать информацию, где только можно. Интернет весь перешерстил, eBay, все торговые площадки, японские площадки, чтобы просто хотя бы найти информацию об этих часах. Ну, ее много. Это не как об Ориент. Ориент было много выпущено. И, допустим, об этих моделях очень сложно что-то найти. Ну и как бы никто и сильно не рассказывал. А это ж как бы Радо, это статус, это премиальный продукт Швейцарии, поэтому они все показывали, рассказывали, рекламный ход. Я даже нашел одну рекламную визитку, ну не визитку, а как листовку, которую, ну, скорее всего, раздавали, может быть, на улицах или покупателям в наручных магазинах, не знаю, где была реклама данной модели. Я прикреплю, вы посмотрите. Там даже указана цена, и указана цена, насколько я помню, или в юанях, ну, в какой-то азиатской валюте, я не помню точно. И я переводил, я смотрел курс доллара по 70-му году, в год покупки этих часов. И я пытался перевести на наши сегодняшние деньги, но я не знаю. Итак, во время монтажа я все детально изучил. Это валюта у нас в иенах. Тут я сейчас прикреплю фото. Это курс доллара 70-х годов, иены, к скольки к доллару. Потом я пересчитал 197 долларов. Это на 73 год. Далее я нашел информацию про рубли, к скольки 1 доллар относился в копейках. И это получилось 148 рублей. Может быть, даже и правда, а почему нет? Швейцарские часы, я не знаю, в наше время, в то время, точнее, 70-е годы при советской власти, да о таком даже никто и подумать не мог. Такое никто даже и не знал. Нет, знали, может быть, слышали, но никто не видел. Эти часы можно было увидеть только у какого-то очень приближенного человека к правительству, возможно, и то не факт. Я не знаю, это же нужно было еще привезти. Поэтому это часы самая настоящая находка. Итак, давайте достанем из этого футлярчика. Достается, конечно, так плотненько, но это ж, можно сказать, как транспортировочная больше коробка. Поэтому сделано тут, конечно, плотненько. Так, это пока мы сложим. И, наверное, вот так отложим в сторону. Давайте протрем тряпочкой. Я использую вот такую тряпочку для всех своих часов. Я их накупил большое количество. У нас можно было их найти в АТБ, сеть магазинов АТБ. Они продаются там очень редко, но если они продаются, то я покупаю их в безумном количестве, потому что они вытирают лучше всех. Я не знаю, я больше не находил таких тряпок. Можно сказать, это бесплатная реклама этих тряпок, но, ребята, если вы найдете именно точно такую же, с точно таким же рисунком, не знаю, может быть, даже на Али они должны быть. Я не смотрел, я не проверял, я просто ждал, что в АТБ они все-таки появятся, и они появились, потому что я первую свою тряпочку купил, слишком хорошие.
а я купил всего лишь одну тряпочку. Вот. Так. Корпус часов находится в идеальнейшем состоянии. Механизм часов обслуженный, смазанный, а также настроена точность механизма. Точность механизма гарантирую, конечно. Вот то, как настраивается Радо, не настраивается, наверное... Ну, я не знаю, я другие дорогие швейцарские часы еще не держал в руках, признаюсь. Я много держал японских, с японцами работал очень много, но с Радо это совершенно другой опыт. Это совершенно другой калибр, другие вообще технологии. Вроде бы все то же самое. Принцип тот же. Ну, везде часы как бы мало чем отличаются. Но именно качество сборки, качество материалов, качество соединений, всех цепей, то есть это именно вот часы, именно вот с технологиями. Хотя это часы 70-х годов. Но я бы не сказал, что прям все всегда мечтали о Радо, потому что о них просто нельзя было мечтать. Это было что-то совершенно недостижимое, это за гранью вообще нашей реальности. Далеко не каждый мог себе позволить, вообще далеко не каждый. Это часы именно такого высокого ранга, это уровень Роликсов, это уровень Омега, то есть настоящий швейцарский экспонат. Идеально гармонировать как под классическую одежду, так и под более современный лад. Я сейчас прикреплю фотографии, я пробовал эти часы с кожаным белым ремешком. Ремешок, конечно, не супер качество, то есть он недорогой, но, в принципе, с белым ремешком очень красиво. Ничего не могу сказать, белый ремешок сюда подошел. Вот, но они именно помолодели, лет, наверное, на 40, они такие стали тинейджерские. Радо NCC 101 – это про неповторимый дизайн. Это про дизайн в форме телевизора с широким корпусом и стилизованным циферблатом, который воплощает в себе видение космической эры 2000-х годов, когда все будут приближаться к космическому трафику. Вот представьте, с какими побуждениями, с каким взглядом на будущее конструктора строили эти часы, и именно вот хотели впечататься в историю, вот если бы они попали бы в самую точку, и это было бы действительно так, что мы приблизились к космической эре, именно к космическому трафику, но, к сожалению, это не так. Наш мир, не сильно изменился. Да, технологии появились, но именно к космическому трафику мы не приблизились. Ну и хоть сейчас и 2023 год, и мы все еще застряли в нашем дорожном движении, но эти часы — это настоящее произведение именно искусства. Я такого корпуса, такого дизайна корпуса не видел нигде. То есть, если бы я их не увидел в продаже, я бы не познакомился и не узнал бы о такой истории. А что вот просто вот носишь часы на запястье вместе с историей. Ты вот носишь, только посмотрел на запястье, и ты понимаешь, что да, это часы, которые я хочу носить, хочу иметь в своей коллекции. Это часы находятся в моей личной коллекции, но я их выставил на продажу в случае, если человеку понравится, и он захочет ими владеть. Я как бы не против, это все обговаривается. Поэтому пока они у меня во владениях, в моей личной коллекции лежат большую часть времени. Одеваю там буквально пару раз в месяц для того, чтобы их завести, посмотреть на запястье, понять, да, это фантастика, и положить обратно на полочку. А это все происходит из-за того, потому что у меня у меня большое количество часов в коллекции, потому что, у меня есть всегда что поносить. Есть часы, которые, наверное, чуть ли не на постоянной основе, и это кварцевые часы. Это буквально вот недавно со мной такое произошло. Обычно я большой любитель механических часов. Большое количество часов прошло через меня. И
Я всегда был против кварцевых часов, но настал тот момент, я купил свои первые кварцевые часы, это были Swatch хронограф 2006 или 2005 года, вот. И их просто удобно одеть, допустим, там нужно на почту сходить. Чтобы не заводить механические часы, часов много. Ну как, берешь с полочки, надо завести, выставить дату, выставить время. А кварц всегда идет, ты их одел, быстро вышел, забрал почту, вернулся, снял. То есть как бы я к частью немного перешел на кварц. И в данном, вообще в данном исполнении. А NCC это аббревиатура от New Case Concept. То есть это новый корпус, концепт нового вообще видения часов. Это новая концепция корпуса Rado NCC. Это новшество в эстетическом и инженерном дизайне. У них плоская задняя крышка, которая фиксируется с помощью болтов. Давайте я сейчас открою. Я уже много раз их покрутил, но мы еще не посмотрели внутри. Это плоская задняя крышка, которая фиксируется с помощью болтов. Это были первые часы, которые фиксируются данным способом. Сейчас это уже как бы, этим уже не удивить. Вот у меня есть сейчас, что у меня есть? У меня есть Tissot женские, которые тоже фиксируются болтами, но это часы где-то 2008 года. То есть это коллекция 2008 года, а это коллекция 1973 года. Вы только вдумайтесь, 1973 год, и они у меня в руках, и в таком состоянии. Это просто фантастика. На заднем фоне воздушная тревога, но не обращаем внимания. Это у нас часто, это уже, можно сказать, нормально. Защелка, кстати, такая получается. Идет фиксация с помощью таких выпуклостей. И защелкивается в определенные в свои места на самой застежке. Есть надпись, что это stainless steel, понятное дело. А так больше никаких опознавательных знаков нет. Но я уверен практически на 98%, что это ремешок оригинал. Потому что много видел и фотографий eBay, и видеоролик даже в YouTube видел, кажется, что эта модель шла именно с этим ремешком. В таком исполнении, то есть это матовый сатин, который мы видим такой полосочками идет. Это, кажется, это надо повытирать. Оно получается за счет того, что полоски, оно такое как текстурное. И когда мы их в руки берем, желательно всегда носить с собой тряпочку, чтобы вытирать и был идеальный блеск. Итак, одели обратно на нашу подушечку. Еще, дорогие мои друзья, NCC можно расшифровать это как вымышленное обозначение для звездолетов, которое было задумано в рамках популярного футуристического космического сериала «Звездный путь». Это комбинация префикса корабля NS, атомный корабль, и аббревиатуры Советского Союза СССР, чтобы показать, что США и Советский Союз пришли работать вместе. То есть, что им пришлось работать вместе, чтобы создать Звездный флот. Радо, это можно так сказать, что, возможно, также адаптировала НЦЦ из Звездного пути для обозначения своей футуристической линии часов. Итак, и что же мы можем из этого всего вынести? Что у нас есть 3 теории про расшифровку НЦЦ. Первая как бы более логичная, это возможная, и я думаю, это скорее официальная, что New Case Concept, то есть это новая концепция корпуса, то есть это не похожие часы по своей форме, и как бы это все объясняется. Вторая наша теория, это
звездный, космический, футуристический сериал «Звездный путь», который вот с помощью комбинации префикса НС и аббревиатуры Советского Союза, чтобы показать, что США и Советский Союз наконец-то нашли общий язык и сплотились и работают в одном направлении. Но, к большому сожалению, это не так. И тут как бы они тоже промахнулись, если это была действительно такая задумка. Вот. Но зато они какой след оставили в истории часового мира. Начало выпуска данной модели было положено в 1969 году. А именно эта модель была выпущена в 1973-74 году. Но это приблизительно, это по слухам, по разговорам с прошлым владельцем. То есть это как бы такая история, которая идет от поколения в поколение, кто владеет этими часами. Ну и на данный момент часы уже проживают свой 50-й год жизни. И это только начало. Кто-то продает по несчастью, кому-то нужны деньги, у кого-то обстоятельства сложились. То есть каждый по-своему распоряжается часами. И некоторые такие экспонаты доходят ко мне в руки, которые действительно будут цениться. Может, кто-то скажет, что вот, зачем столько часов, они же будут просто лежать. Да, ребята, они просто лежат. У меня большое количество лежат часов. Большое, огромное количество. Но зато ты потом берешь, достаешь, ты помнишь о них. Ты достаешь, одеваешь и получаешь большое удовольствие от того, что ты носишь такие часы. Это тоже, можно сказать, такой эксклюзив. Я такого еще не встречал больше. Не, проскакивали там возможности, можно было еще, может, купить такие, но там состояние было намного хуже, поэтому. Это болезнь, ребята. Это болезнь, которая не лечится. То есть, если ты погрузился в эту тематику, то уже сложно остановиться. Ты хочешь еще, ты хочешь дальше, ты хочешь дороже, ты хочешь больше, ты хочешь премиальнее, ты хочешь старее, ты хочешь более в лучшем состоянии. То есть, это вот как золотая лихорадка, что вот ты просто не можешь остановиться, тебе хочется, вот тебе хочется просто эти часы, ты хочешь ими владеть. Это вот мысли коллекционера, это внутренность коллекционера, что он должен взять, потратить деньги, купить и положить. Итак, еще с таких интересных моментов, что данная модель была выпущена в небольшом тираже. Всего было 25 тысяч моделей. В часах установлено акриловое стекло. И это признак первой партии производства. Еще у нас оно фигурное, то есть мы видим, что оно у нас выпуклое, что является тоже признаком оригинальности. Но один из самых важных... Сейчас возьму ручку. Я не знаю, смогу ли я показать, но вот здесь у нас по центру, где фиксируются наши стрелки, под определенным углом, и вот даже, возможно, сейчас можно увидеть, у нас вот прям по центру якорь. То есть, если вот сейчас поставить на паузу и посмотреть, то можно всмотреться и увидеть якорь. Якорь, который нанесен с внутренней части и что является доказательством того, что у нас оригинальное стекло 70-х годов, и эта модель с первой партии. Потому что NCC-101 были выпущены еще в следующем тираже, не помню в каком году, и у них стекло было плоское, то есть оно было вровень корпуса. Но и там, кажется, уже шло не пластиковое. Пластик, конечно, классно, но, как мы видим, на солнышке, то есть у нас есть такие царапки, хоть как бы и все не так уж и плохо. В тени вообще это всего не видно. Но на солнышке как бы есть такие микро-царапушки, но это нормально. Это акриловое стекло, оно как бы везде такое. Прям дальней истории об этих часах я не знаю, но могу предположить,
могу предположить, что часы все-таки приехали к нам с Италии. Потому что часы оснащены итальянской раскладкой. Ну и корни, и целевая аудитория, судя по всему, была это Италия. Давайте мы их сейчас с вами настроим. Вот наше время. Головка у нас имеет 3 положения. Самое крайнее положение — это у нас настройка времени. У нас сейчас как раз можем увидеть переключение нашего дня недели. У нас сейчас 11:44. Вот у нас 44. И у нас сегодня первое число. Дни недели у нас механически выставить нельзя. То есть для того, чтобы их выставить, необходимо прокрутить наши сутки. Заложено именно механически, то есть в механизме нет такой возможности. День недели, точнее день месяца, число месяца нашего выставляется во втором положении, крутим головку от себя. Еще вот что я не сказал, у нас есть механический завод. То есть в нулевом положении, когда головка, и мы крутим нашу заводную головку от себя, механизм заводится. То есть у нас есть как автоподзавод с помощью маятника и механический завод. Даже можно, возможно, услышать. Вот я к микрофону приблизил. Можно услышать, как шелестит механизм и заводит нашу пружину. Еще что могу сказать по модельному ряду. NCC 101 это был первый релиз. NCC 202 это был второй релиз. NCC 303 это третий, 404 четвертый и 505 это последний и заключительный в этой линейке. А это вот мужская, самая настоящая, большая, увесистая. И вот очень приятно держать в руках. Очень приятно. Металл гладенький. Фантастика. По задней крышке у нас имеет тоже интересный такой дизайн. Интересные там иероглифы. И сейчас я вам все расскажу. Я, наверное, сейчас прикреплю фотографию, потому что на фотографии будет более четко видно. Итак, у нас корпус и задняя крышка изготовлены из нержавеющей стали. С обратной стороны крышки корпуса выгравирована надпись Rado Co, то есть Rado Watch Company, Швейцария, и написано, что это полностью стальная версия, то есть All Stainless Steel. А на внешней стороне наш серийный номер, это REF 11920, и его именно номер, индивидуальный номер, который присвоен этой модели, это G476B1B95. Также указано, что это NCC 101, что они водозащищенные, швейцарские. Часы оснащены автоматическим механизмом с калибром ETA 2788. 25 драгоценных камней. 25 рубиновых камней. Еще из таких интересных моментов, я когда их покупал, я, понятное дело, всегда сомневаюсь, оригинальная ли вещь, оригинальные ли часы, но тут не было сомнений, потому что все показывает на то, что это оригинал. Заводная головка имеет якорь, выпуклый якорь. У нас есть T-Swiss Made T. Сейчас, насколько я знаю, то в швейцарских часах просто пишется Swiss Made. А раньше, в 70-е годы, писали T-Swiss Made T. Это также использовалось и в роликсах. Так вот, если мы откроем заднюю крышку, и мы увидим, что это наш автоматический механизм с калибром ETA 2788, и он
практически похож с калибром роликсов. То есть это уже модель очень высокого уровня. Еще из таких моментов, что внутри должна быть резиновая синяя прокладка. Я не знаю, как вам так показать, но под определенным углом, вот даже сейчас можно, наверное, увидеть, если поднапрячься, то вот в той щели, где у нас крепится ремешок к нашему корпусу, там можно увидеть синюю прокладку. Синяя прокладка является влагой и водозащитой. Итак, давайте примерим, да? Я сниму свои часы. Это часы я уже снимал. У меня есть видеообзор на канале. Можете посмотреть, если интересно про эти часы, тоже узнать историю. Так, одеваем. Обязательно берем тряпочку нашу Иисусью. Все натираем, вытираем. Я всегда ношу с собой тряпочку. У меня в каждой курточке, в пальто всегда должна быть тряпочка. В кейсе. Часы вот выглядят достаточно как большие весомые, да, но я бы не сказал, что они прям большие. Допустим, в сравнении даже с Ориент. Не, ну Ориент чуть-чуть легче. Радо потяжелее, конечно. Радо потяжелее, 100%, но не сильно как бы отличаются от Ориент 3 звезды. Я бы не сказал, что там прям существенная разница. Но и вот так я каждый раз, когда одеваю эти часы, у меня вау, вот это да. Очень красивые, блестящие, фантастические часы. Я даже решил встать для того, чтобы показать вид сверху. Под костюм, туфли, классические черные брюки. Это то, что нужно. Очень красивый якорь. То есть он создает такой именно акцент. Космические часы, которые соединяют прошлое и не сбывшееся будущее. Ну, так, снимаем часы. Оденем обратно мы на подушечку. И посмотрим дальше наш комплект. Положим пока их сюда. В коробочке у нас присутствует кожаный футляр, который мы уже осматривали. Также у нас в комплекте идет тряпочка. Тряпочка фирменная, с надписями, логотипами, что швейцарская. Немного такая, конечно, подюзанная, но хотя бы она есть, уже тоже хорошо. Бумажка, макулатура, серийный номер, напечатано в Швейцарии, Радо. Но мне кажется, это все-таки уже современное. Это современное 100%. Современное 100%, потому что у нас есть www.rado.com, и в 70-е годы этого не было. Это 100%. Это 100%. Прописывается гарантия, на что распространяется гарантия, про срок годности батарейки, про обслуживание механических часов, какие используют материалы компания Радо, варианты внешней отделки часов Радо, то есть какие они используют для нанесения покрытий, то есть полированные поверхности, сатиновая отделка, декоративные элементы в виде бриллиантов, двухцветных рисунков. И это вот тоже, кстати, очень интересная таблица, диаграмма про твердость материалов.
то есть насколько твердые материалы, алюминий, платина, стекло, сталь. Интересная такая информация. Про швейцарскую точность пишут. Я это все снимаю, может быть, для кого-то будет это интересно. Поставит на паузу, изучит, почитает, потому как я имею доступ к этой документации, я могу взять, почитать. А вы, может быть, захотите изучить, посмотреть, что находится в документации Радо. Ну, дальше уже у нас японский, и все, как бы на этом все. Также у нас прописаны наши гарантийные, куда мы можем обратиться за нашей гарантией. Но, насколько я помню, то Украины у нас в списке нету. Украины у нас по-любому, наверное, нету в списке. Турция. Испания. Нет, Украины у нас нету. Но как бы это и понятное дело. С такими часами, да и такие часы покупаются не в Украине, а покупаются где-то в Италии, в Испании, в Монако. Покупаешь, носишь, получаешь удовольствие. Потом приехал на отдых, обслужил их, пока ты купался, загорал. Пришел, забрал. Поэтому вот так, дорогие друзья. Вот такой у нас получился видеообзор на данную модель 70-х годов Радо NCC 101. Очень интересная модель, безумно красивая. А это часы, которые могут еще носить мои дети, мои внуки и правнуки. И сколько они будут стоить в будущем, ну, никто не знает. Это те часы, которые уже не будут производить. То есть это лимитированный, малый тираж, в небольшом тираже 25 тысяч. И это часы, которые реально стоят денег. И мне так кажется, что в будущем они должны стоить еще больше и больше. Именно, наверное, поэтому я и занимаюсь часами, и так увлекаюсь, и собираю, и прям полностью меня это поглотила тематика. Поэтому, дорогие друзья, спасибо вам за просмотр. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, спрашивайте, узнавайте. Я с радостью буду вам отвечать, комментировать и постараюсь как намного больше выпускать роликов, потому что мне на самом деле рассказывать очень много есть о чем. Советские часы я, конечно, не совсем люблю, но они у меня имеются, да, там какие-то даже с историей есть о чем поговорить, Ориент вообще много, то есть там говорить, не переговорить. Поэтому подписывайтесь, следите за каналом, и в скором будущем мы уже с вами встретимся. А для вас это всего лишь в следующем ролике. Поэтому всем хорошего дня, всем удачного дня, всем удачи, всем пока.